Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева. В данном видео я расскажу вам об основном интересном вопросе, который часто люди упускают из виду. Это когда вы оформляете визу резидента. То есть сам процесс оформления визы резидента – это отдельный этап. Эта информация будет полезна для всех резидентов, вне зависимости, друзья, какой вид резидент визы вы получаете. Вы можете получать, как я уже ранее в своих видео рассказывала вам, что вы можете получать визу резидента как инвестор в недвижимость, вы можете получать визу резидента как инвестор, который создает компанию на территории Эмиратов, вы можете получить подвид, да, допустим, деятельности по компании, это когда вы фрилансером работаете, получаете визу резидента. Вы получаете визу резидента, когда трудоустраиваетесь к любому работодателю на территории Эмиратов. То есть вот это основные виды, когда вы получаете визу резидента. Как правило, когда вы получаете информацию по оформлению визы резидента, вам озвучивают стоимость, например, лицензии, когда мы говорим о компании. Либо вам озвучивают стоимость государственной пошлины, если мы говорим о фриланс-визе, или мы говорим о трудоустройстве в целом. То есть здесь уже, когда вы трудоустраиваетесь, кстати, такая ремарка, что вы не несете расходы. Все остальные сами несут расходы на именно иммиграционные вопросы, когда вы оформляетесь в органе, специализированный орган называется АМЭР. Почему я подробно останавливаюсь на данном вопросе, друзья? Потому что это очень важный вопрос. Вы должны понимать, потому что тут зависит, во-первых, денежные вопросы, ваши финансы. Отдельно вы должны предусматривать на оформление, согласно миграционному законодательству, вы оформляете на себя визу резидента. Поэтому это очень важный момент, и по срокам еще это тоже затягивается. Я вам сейчас объясню, почему это иногда бывает затяжные порядки, поэтому эта информация очень важна. Итак, как я уже сказала, друзья, отдельно от того, что вы вне зависимости, где получаете лицензию, это либо материковая компания, да, мы говорили, говоря о Дубае, например, я лично останавливаюсь на фризоны Дубая, вне зависимости, где вы получили, например, визу, будем говорить о визе инвестора в компанию, то есть вы получили лицензию, это только первый этап. На руках у вас лицензия. И после этого у вас еще следующий этап идет, это получение визы резидента. Получение визы резидента на себя или на свою семью, и об этом я тоже вам сейчас расскажу. Итак, самый первый вопрос, который встает перед вами после того, как вы получили лицензию, вам необходимо оформить визу резидента. Вы идете, здесь очень такой важный момент, друзья, что вы лично идете, за вас это никто не может сделать по доверенности, ну, сами понимаете, это ситуация, когда вы непосредственно должны расписаться на документах, это ситуация, когда вы должны непосредственно сами, понятно, что проходите медицинское освидетельствование, это непосредственно вы сами также присутствуете в тех или иных организациях, которые снимают ваши отпечатки пальцев, то есть это та процедура, которая непосредственно с вами лично связана. Первый вопрос – это получение Establishment Card. Стоимость получения на момент записи видео примерно 523 дирхама, то есть это примерно вот нужно будет на эту сумму рассчитывать, когда вы оформляете Establishment Card. Срок ее изготовления варьируется, иногда это может быть и через час вам выдают, иногда затягивается на 2-3 дня. После получения Establishment Card вы получаете Entry Permit, перевод понятен, да, что вы получаете доступ в страну или въезд в страну, разрешение. Стоимость Entry Permit 1175 дирхам. Я сейчас говорю в дирхамах, можете перевести его на свою валюту. Это и, соответственно, вы ждете по срокам несколько дней, может быть 2-3 дня. Далее этапом идет Change Visa. То есть Change Status – это вы меняете свой статус. И опять же здесь отдельная оплата на это и отдельная подача на это соответствующего заявления. Стоимость данной процедуры 675 дирхам, и, как правило, она делается моментально. Следующим этапом, друзья, является подача ID, то есть вы подаете на удостоверение личности резидента. У нас у всех резидентов есть соответствующее удостоверение с фотографией, с вашим номером. Этот ID просят во всех организациях в последующем, то есть это документ, который непрерывно, неразрывно будет с вами всегда. Подача заявления на получение ID будет стоить вам 374 дирхам.
Друзья, все эти процедуры проводятся последовательно, то есть вы не можете все одновременно пойти и подать, поэтому я рассказываю вам последовательность, и вот здесь одним из этапов будет, после того, как это вот процедурно вы прошли эти моменты, у вас будет medical exam, мы называем это на самом деле медицинское освидетельствование, у вас будет перечень именно тех больниц, госпиталей, где вы можете пройти, только соответствующие аккредитованные учреждения могут принимать всех экспатов будущих, которые проходят, сдают кровь и делают рентген. Друзья, здесь такая важная ремарка по рентгену, когда вы делаете, что есть категории людей, которые не дают въезд из-за того, что у них на снимке обнаружили определенного вида заболевания. Также одним из этапов, друзья, который затягивается порой и тоже требует времени, это подача, именно предоставление отпечатков пальцев. То есть вы идете в специализированный орган, опять же, и вы должны делать отпечатки своих пальцев. Здесь, друзья, тоже бывает очередь, с этим тоже не в один день это делается. И еще очень важный момент, на который я обращаю ваше внимание, друзья, что очень часто в эти государственные органы необходимо показывать справку PCR. Это справка, которая подтверждает, что у вас отрицательный анализ на COVID-19. Друзья, это была основная информация по тому, как получить визу резидента, непосредственно отдельный блок вопросов, на который вам нужно заложить время и деньги. То есть, когда вы планируете поездку, хотите получить визу резидента, вы должны понимать, что эти процедуры за вас никто не сделает, и по деньгам это также стоит определенную сумму денег. В целом, в совокупности это выходит около, чуть меньше 4000 дирхам, это примерно, наверное, даже можно сказать, 1000 долларов. Эти процедуры проходят, друзья, все резиденты, вне зависимости, то есть если вы будете в последующем супругу брать себе на свою визу, она тоже также пройдет последовательно эти все процедурные вопросы. Это была основная информация по тому, как вы будете получать визу резидента поэтапно, с ценами я постаралась, и, конечно, надо отметить, что эти цены актуальны на момент, когда я записываю видео, если вы будете в последующем сами подаваться, возможно, что-то к этому времени изменится. Спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, с вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае.